Здравствуйте, мои дорогие подписчики канала Хлеб Стори. Я Наталья. Ну что, ждали рецепт? Шарлотка. Пирог получается с такой хрустящей корочкой. Вкусно, просто. Но есть один нюанс. Очень быстро заканчивается. Жил-был на свете один несчастный пекарь. Он безответно был влюблен в девушку по имени Шарлотта. Ей он посвятил свой новый десерт. Легкий рецепт, который у всех получится. Идеальная шарлотка. Обязательно приготовьте и не забудьте написать отзыв в комментариях. Шарлотка с яблоками. Нужно 3 яйца, 1 стакан сахара и 1 стакан просеянной пшеничной муки. Яблоко. В миску разбиваем 3 яйца. Вот так. Добавляем 1 стакан сахара. Яйца с сахаром взбиваем минут 5. Взбиваем миксером до тех пор, пока не растворится весь сахар и яичная масса не увеличится в 2 раза. Очень аккуратно, тщательно взбиваем миксером на максимальной скорости. А пока я взбиваю яйца с сахаром, кому не лень, кидайте не более 3 смайликов в комментарии. Вот масса уже увеличивается, хорошенечко взбивается, сахар растворяется. Получается такая пышная, хорошая воздушная масса. Чем тщательнее собьете, тем пышнее получится у вас яблочный пирог-шарлотка. Вот видите? Побелела масса, увеличилась в объеме, стала нежной, пышной, очень воздушной. Если вы хотите именно хрустящую корочку пирога, взбиваем сразу яйца с сахаром, а не по отдельности. Далее добавляем 1 стакан просеянной пшеничной муки в тесто. Взбиваем на минимальной мощности миксер до полного смешивания муки. После просеивания мука обогащается кислородом, и из нее удаляются посторонние примеси. Тесто не будет высыхать и становиться черствым. Особенно это актуально для яблочного пирога, шарлотки. Тогда ваш пирог будет нежным, вкусным и обязательно с хрустящей вкусной корочкой. В общем, главное все тщательнейшим образом перемешать. Вот так. На мой взгляд, идеально подходит для выпечки яблочного пирога стеклянная форма. Смазываю ее растительным маслом и присыпаю мукой. Подготовка формы перед выкладыванием теста – очень важный шаг. Правильная подготовка формы предотвращает прилипание теста к дну и стенкам формы. При выпечке разных кондитерских изделий кулинары используют пекарскую бумагу или выпекают пирог в антипригарной форме. В процессе выпечки тесто прилипнет к муке, а не к стенкам формы. После остывания пирог или бисквит очень легко можно будет достать из правильно подготовленной формы. Лучшим вариантом присыпки будет компонент, который входит в состав теста. Соответственно, у меня мука. В смазанную маслом форму, посыпанной мукой, выливаем все тесто и распределяем по всей форме. Заполнив форму тестом, нужно будет порезать яблоко. Вот обычное простое зеленое яблоко. Я его нарезаю вот таким образом и потом на тоненькие ломтики. Режем яблоко на небольшие ломтики и затем выкладываем поверх теста. Выкладываю я вот так. Очень много яблок в шарлотке мы не любим, поэтому выкладываем тонким слоем 1 слой яблок, ломтиков яблок. Можете положить, как вам нравится, как вы захотите.
Это же ваш пирог. А мы любим вот так. Готово. Смотрите как. Выкладываю я яблоки. Выпекаю я пирог в разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до сухой зубочистки. Вот такая прелесть получается. Во время выпекания желательно не открывать духовку. Лучшая благодарность для меня будет, если вы поставите лайк, репостните видео в соцсетях или напишите комментарий. Пирог шарлотка – это популярный десерт с добавлением яблок, полезный, вкусный и простой в приготовлении. Классический вариант шарлотки готовится из свежих яблок. Лучше всего для него подходят душистые сорта, например, Антоновка. С помощью лопаточки, видите, пирог отлично отходит от стенок формы, легко вынимается. Перекладываем на блюдо и наслаждаемся вкусным яблочным пирогом. По-моему, это самый лучший и быстрый пирог. Разрезаем. Чувствуете, как хрустит корочка? А запах... Невероятный аромат наполняет всю кухню, а мои с нетерпением ждут, когда же им достанется кусочек пирога. Этот яблочный пирог просто тает во рту. Советую приготовить и оценить. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал Хлебстори, если вы еще не подписаны. Впереди вас ждут новые, простые и интересные, вкусные рецепты от канала Хлебстори. Пока-пока!